比东，我唐三与你不共戴天。我不介意再杀你一次，受死吧！ В финале столкнутся самые сильные боги на континенте. Такими являются Тансан и Бибидун, новый бог Асура и новая богиня Ракшаса. Их битва будет крайне интересная. Вообще, с давних пор эти два бога злейшие враги. Ракшас из ненависти даже вмешался в испытания Асуры и помешал Танченю получить божественность. Однако мы знаем, что Асура – бог-король, в божественном царстве является, так сказать, исполнителем правоохранительных органов. Он может лишить любого бога его божественной силы и даже убить. Получается, мастера сотого ранга тоже не вечны. Один бог может убить другого. Неужели Ракшаса совсем не боялся, когда мешал испытаниям Асуры? На самом деле Ракшаса очень боится бога Асуру. Потому что когда Тансан появился в образе Асуры, реакция Бибидун была очень негативной. Ее тело и голос дрожали. Перед силой Асуры никто не мог устоять. Вероятно, Ракшаса поступил так смело, когда помешал Танчению, потому что думал, что Асура уже не вернется. С тех пор прошла 1000 лет. Асуры уже давно нет на боевом континенте, и Ракшаса думал, что тот никак не узнает о происходящем. По своей природе и ауре эти два бога полные противоположности. Хотя оба они контролируют смерть и убийство, у Асуры это правосудие и справедливость, а у Ракшасы злоба, ненависть и тьма. Ракшаса даже не так боится чистый свет ангельского бога и сияние морского бога, как убийственную ауру Асуры. Когда Тансан пришел к Бибидун и тело Сяву засветилось красным, это был эффект божественной силы Асуры в ее теле. Увидев именно такой красный свет, реакция Бибидун стала ярче. Ее лицо мгновенно побледнело, а ее тело дрожало. Битва еще не началась, но чувство страха, которое она испытала, крепко держало ее. Бибидун больше не могла контролировать свое состояние, а пурпурно-черный воздух вокруг нее стал еще более хаотичным. Это сказалось на ее собственной ауре. Цянь Ринсюэ все еще была в оцепенении. Она не знала, чего боялась Бибидун, и не догадывалась, что бог Ракшаса – смертельный враг Асуры. Бибидун чувствовала, что появление Асуры невозможно. Она никак не ожидала увидеть этого могущественного бога перед собой. Она убеждала себя таким образом, но страх в ее глазах не ослабевал. Но когда Сяву и Тансан слились воедино, возникло сильнейшее в мире слияние на уровне бога, сосуществование дуэта богов. Бибидун начала паниковать еще больше. Судя по реакции Бибидун, она определенно не может противостоять Асуре Тансану. В конце концов, он ее заклятый враг, особенно аура бога Асуры. Пока она хоть немного излучает, Бибидун будет в ужасе. В прошлом Ракшаса выживал, возможно, потому что был умнее и напрямую не конфликтовал с Асурой, иначе он был бы уже мертв. В этой ситуации, не говоря уже о том, что два бога сосуществуют в теле Тансана, один бог Асура способен легко победить Ракшасу. Когда Тансан стал богом Асурой, Бибидун уже проиграла, и исход этой битвы был предрешен. У нее все еще есть бессмертное тело, но против Тансана это было бесполезно. Ее навык, бессмертное тело, который столько раз спасал ее в прошлом, был способен выдержать атаки ниже уровня бога, но никак не атаку бога-короля. В плане божественности Бибидун была немного обделена. Если Цянь Ринсюэ и Тансан получили 10-е кольца золотого цвета в подарок от богов, то Бибидун единственная, кто его не получила. А наличие или отсутствие божественного кольца возрастом 1 миллион лет, конечно же, влияет на мастера. Также у Тансана есть суперартефакт, трезубец морского бога и меч Асуры. Но у Бибидун есть только коса Ракшасы. Может сложиться впечатление, что превращение в бога Ракшасу совсем не идет на пользу Бибидун. Она будет полностью подавлена богом Асурой. Изначально Асура был выше других богов и сильнее. Из-за его убийственной ауры мало кто из богов способен ему противостоять. И хотя Бибидун также обладает уникальным талантом, двойными духами, несколькими красными кольцами, 2 сферами, божественностью, но в итоге она все равно проиграет Тансану. В войне империи придет конец. Может быть, Бибидун стоило бы сдаться, но она так не сделала и не пыталась сбежать. В итоге для нее все закончится очень трагично. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие по-вашему шансы у Бибидун против Тансана. Подписывайтесь на канал и всем пока.